Давайте представим такую ситуацию. Навигационная система современного лайнера внезапно теряет сигнал. Внешние радары просто перестают выдавать адекватную картину. Да, внутренние гироскопы при этом начинают давать сбой. Именно. Каким будет самое логичное действие пилота в такой момент? Очевидно, сбросить скорость, перестать совершать резкие маневры. И перейти на ручное управление. Верно. Полагаясь на базовые проверенные протоколы безопасности. Но, знаете, парадокс заключается в том, что когда нечто подобное происходит с человеческой психикой, мы часто поступаем ровно наоборот. Начинаем принимать судьбоносные решения и, скажем так, давить на газ. Совершенно верно. И в рамках нашей механику солнечных и лунных затмений. Причем сделаем это не через привычную призму астрономии. Да, астрономический аспект мы оставим в стороне. Мы посмотрим на это через строгие концепции древних систем Джйотиш и Тантра-Джйотиш. Наша миссия — препарировать затмение не как красивый оптический феномен, а как сложнейший стресс-тест для человеческого сознания и нейробиологии. Этот ракурс, он действительно меняет все. В современной парадигме затмение часто не сводят до уровня визуального аттракциона. То есть мы просто смотрим на небо через затемненное стекло. И на этом все заканчивается. Да. Но древние системы предлагают принципиально иную архитектуру понимания. Тантра-Джйотиш рассматривает этот период как время радикального искажения света сознания. Причем речь идет как о прямом свете, так и об отраженном. Верно? Верно. Это период, когда базовые алгоритмы нашего восприятия дают сбой. Те неосознанные паттерны, скрытые тенденции и глубинные иллюзии, которые в обычное время подавлены интеллектом, они получают колоссальный импульс. И вырываются на поверхность. Да, они буквально берут управление на себя. Получается, нам необходимо полностью отказаться от популярного, несколько мистического восприятия затмения как некого абстрактного плохого предзнаменования. Безусловно, это неэффективная модель. Гораздо рациональнее рассматривать его как специфическую внешнюю среду. Среду с временно измененными физическими и когнитивными законами. Физика как таковая не отменяется, но она начинает иначе воздействовать на наши внутренние приборы. Очень точная аналогия. И прежде чем мы перейдем к обсуждению конкретных протоколов безопасности, что стоит делать, а чего категорически избегать, давайте разберем саму анатомию тени. Что именно блокируется на уровне нашего восприятия? Чтобы понять эту механику, нужно обратиться к тому, как система четко разделяет лунные и солнечные затмения. Лунное затмение скрывает чандру, и здесь крайне важно сделать терминологическое уточнение. Да, потому что это не просто про астрономический объект. Именно. В системе Джйотиш чандра — это не просто холодный кусок камня, вращающийся на орбите Земли. Это инстанция, которая отвечает за психику в целом. За наш сенсорный и эмоциональный аппарат. Да, за базовое восприятие реальности. Когда чандра затмевается, происходит дестабилизация эмоционального фона. Человек просто теряет способность адекватно считывать контекст ситуации. То есть мы начинаем видеть угрозу там, где ее нет. Или наоборот, совершенно не замечаем очевидной опасности. Выходит, сбивается настройка наших внутренних датчиков. А что происходит при солнечном затмении? Солнечное затмение работает на более глубоком фундаментальном уровне. Оно замутняет сурью, а сурья управляет самим стержнем сознания. Сурья — это сам свет, который эту призму освещает. Потрясающе. То есть, когда блокируется солнечный принцип, нарушается сама ясность сознания. Человек теряет вектор движения, теряет способность видеть конечную цель. Знаете, если вернуть ту аналогию с навигационной системой лайнера, то архитектура воздействия становится пугающе логичной. Получается, что солнечное затмение фактически отключает наш внешний радар. Отключает объективную ясность ума. Да. А лунное затмение выводит из строя внутренние гироскопы, ломает адекватность внутренней эмоциональной оценки происходящего в таких условиях, когда ни внешние ориентиры, ни внутренние датчики не выдают корректных данных. Продолжать движение на полной скорости — это просто путь к катастрофе. Именно. Сюжет сознания заблокирован, и это формирует идеальную питательную среду для активации иллюзий. Любое действие, любое фундаментальное решение
принятое в состоянии подобного когнитивного дефицита, изначально несет в себе системную ошибку. Это логично. Понимая, что навигация искажена, мы можем проанализировать протоколы блокировки, которые предлагают эти древние дисциплины. Например, существует концепция Мухурта-Джотиш. Эта дисциплина изучает качество времени. И она, насколько я понимаю, категорически запрещает в периоды затмений принимать важные решения. Абсолютно. Запрещено принимать судьбоносные решения, выяснять отношения или запускать новые проекты. Подписание контрактов, старт бизнеса, даже плановые хирургические операции. Любые начинания в этот момент лишены прочного фундамента. Да, поскольку они инициируются из состояния искаженной оценки реальности. Логика предельно ясна. Если точка отсчета находится в зоне иллюзии, то и весь последующий результат будет неизбежно деформирован. Это правило, очевидно, распространяется и на коммуникацию. Безусловно. Из-за ослабленных фильтров восприятия существует высочайший риск сказать лишнее. Разорвать связи, которые потом просто не удастся восстановить. Но, знаете, здесь есть один нюанс, который требует более глубокого погружения. Какой именно? В принципах поведения упоминается строгий запрет не только на внешние конфликты, но и на внутренние споры. Запрещено конфликтовать даже с самим собой. Как именно это работает на практике? Феномен внутреннего спора во время затмения – это действительно один из самых сложных когнитивных процессов, он заслуживает детального разбора. В этот период происходит острая фрикция между душой, нашей психикой, Которую представляет Чандра. верно, и интеллектом, нашей логикой, за которую отвечает Будха. В обычных стабильных условиях взаимодействие логики и эмоций приводит к синтезу. Мы взвешиваем аргументы, чувствуем свое отношение к ним и принимаем решения. Да, но в условиях затмения этот механизм ломается. Если перевести это на понятный бытовой язык, это тот самый момент, когда сидишь и часами яростно споришь с самим собой в голове. Ну, например, о том, стоит ли менять работу или переезжать. И этот спор почему-то не приносит никакого облегчения или ответа, верно? Да, только изматывает. Абсолютно. В условиях замутненного сознания этот внутренний спор не рождает истину. Он начинает функционировать как короткое замыкание в сети. Он потребляет колоссальное количество внутренней энергии. Генерирует психологический жар, повышает уровень стресса, но не дает никакого света. Человек просто истощает свою нервную систему, плодя все новые слои иллюзий, вместо того, чтобы найти реальный выход. Именно поэтому требуется полная остановка этого внутреннего диалога. Строгая внутренняя тишина. Это правило сохранения чистоты и энергии плавно перетекает и на материальный уровень. В древних системах указан жесткий запрет на использование сомнительных методов в бизнесе. Попытка извлечь прибыль любой ценой именно в период затмения ведет к утрате внутренней стабильности. Да, но что меня особенно интригует, так это то, как эти когнитивные протоколы переходят в строгие физиологические предписания, например, рекомендации касательно приема пищи. О, это очень важный аспект. Существует запрет оставлять пищу на ночь открытой. А классическое предписание требует вообще полного отказа от еды в течение 6 часов, от начала до полного завершения затмения. Возникает закономерный вопрос, как именно связана тень на небе и человеческое пищеварение? Эта связь имеет строгую физиологическую базу в рамках аюрведических принципов. Пищеварение, тот самый внутренний огонь метаболизма, неразрывно связан с солнечной энергией. Внутреннее отражает внешнее. Именно. Когда внешний источник энергии и света замутнен или перекрыт, внутренние процессы метаболизма также теряют свою мощность. Организм переходит в режим сохранения энергии. То есть попытка заставить его переваривать тяжелую пищу в этот момент создает физическую токсичность? Да, которая моментально сказывается на и без того уязвимом состоянии психики. Значит, мы опять возвращаемся к идее снижения нагрузки на все системы. Кстати, о нагрузке то же самое касается прямого визуального наблюдения за явлением. Древние системы категорически предостерегают от этого. И что показательно, современная астрономия и офтальмология полностью солидарны в этом вопросе. Риск необратимых фотохимических повреждений сетчатки вполне реален. Да, это не миф. Но давайте перейдем к следующей фазе. Полная остановка внешней активности
Информационный карантин и физическое воздержание вовсе не означают, что нужно просто лежать в апатии. Ни в коем случае. Вакуум внешних действий должен быть заполнен интенсивной внутренней работой. Мы переходим к фазе активной трансформации. Затмение формирует уникальную, хотя и жесткую среду для избавления от отжившего. Из-за того, что эго и привычные механизмы защиты ослаблены, становится гораздо проще увидеть свои неэффективные подходы. Да. Разрушительные привычки, ненужные привязанности — это идеальный момент для демонтажа старых конструкций в сознании. Но при одном критическом условии. Каком именно? Необходимо строго сохранять несущую конструкцию, то есть наши фундаментальные жизненные принципы, проверенные ценности и моральный компас должны оставаться непоколебимыми. И здесь процесс демонтажа требует предельной концентрации на сути. В этот период критически важно не цепляться за слова окружающих, не застревать в обидах на поверхностные смыслы. А пытаться считывать глубинные содержания. Да. И поскольку мы уже установили, что наш собственный аналитический аппарат сбоит, логичным решением становится обращение за советом. Система настоятельно рекомендует в этот период сверять свои мысли с наставником или авторитетным источником. Тот взгляд со стороны, который не вовлечен в наш текущий эмоциональный шторм, способен обеспечить недостающую объективность. Это важнейший протокол безопасности. Но он подводит нас к одной из самых сложных когнитивных проблем этого периода. К иллюзиям. Да. Традиция гласит, что затмение — это время, высвечивающее наши иллюзии. И если в этот момент приходит истинное озарение, подлинный инсайт к трансформирующему действию, его необходимо удержать. И впоследствии реализовать. Но вот здесь кроется логическое противоречие, которому я хочу бросить вызов. Внимательно слушаю. Если мы только что детально разобрали, что радары сломаны, гироскопы сбоят, а сознание генерирует иллюзии из-за стресса, как вообще возможно отличить истинное озарение от очередной галлюцинации нашего мозга? От более изощренной иллюзии. Да. Каковы критерии подлинности инсайта в условиях, когда вся система навигации выключена? Это блестящий вопрос, и он является краеугольным камнем всей практики. Отличить подлинный импульс от стрессовой иллюзии можно через тщательный анализ вектора этого импульса. То есть куда он направлен? Именно. Иллюзия, порожденная затмением, всегда имеет очень специфический привкус. Она направлена на эгоцентричные, быстрые желания, на избегание боли. На мгновенное получение выгоды. Или на желание что-то резко бросить, кому-то что-то доказать. Иллюзия всегда суетливая и вызывает внутреннюю тревогу. То есть она работает на таком дофаминовом порыве. А как ощущается истинный инсайт? Истинное трансформирующее озарение ощущается совершенно иначе. Оно воспринимается как структурная необходимость. В нем нет паники. Она не противоречит тем самым базовым ценностям, которые мы и должны сохранять. Более того, подлинный инсайт чаще всего связан с созиданием, с процессом отдачи. С желанием выстроить что-то настоящее в долгосрочной перспективе, а не просто избежать текущего дискомфорта. Да. Если возникшая мысль резонирует с вашей глобальной миссией, если в ней есть внутренняя тишина, и если она выдерживает проверку обращением к независимому авторитету, Только тогда ее можно рассматривать как подлинную. совершенно верно. Требуется феноменальный уровень осознанности, чтобы в состоянии стресса провести такой холодный анализ своих мотивов. Именно поэтому, чтобы компенсировать рассеянность внимания и нарушение координации, А в такие периоды резко возрастает риск бытовых травм и аварий. да, предписываются строгие очистительные практики. Осознанное молчание, медитация, особенно в пиковой фазе события, выступают инструментами для стабилизации нейробиологии. Сюда же добавляется физическая гигиена, омовение до и после, а также нейтрализация деструктивного фона пространства. С помощью качественных благовоний, таких как сандал и ладан, И крайне важно понимать, что все эти действия — это не набор неких суеверных ритуалов. В рамках изучаемых нами систем это строжайшая когнитивная и психофизиологическая гигиена. это целенаправленная минимизация ущерба. Но чтобы применять все эти инструменты с максимальной отдачей, необходимо учитывать то, что можно назвать геометрией уязвимости.
Да, потому что степень воздействия распределяется далеко не равномерно во времени и пространстве. Давайте разберем хронологию. Зона турбулентности вовсе не ограничивается теми несколькими минутами, когда тень физически перекрывает диск. Существует универсальное окно опасности. Которая охватывает интервал в 7 дней. 3 дня до самого события, непосредственно пиковый день, и 3 дня после него. Этот отрезок классифицируется как период нестабильности, а сам пик длится в среднем около 6 часов 48 минут. Да. Однако, помимо этой универсальной хронологии, существует и индивидуальная архитектура подверженности. И здесь гравитация макрокосма переходит в плоскость индивидуальной судьбы. Как это рассчитывается? Для анализа индивидуальной подверженности Джиотиш использует Джанма-Кундали, натальную карту человека, и выделяет конкретные точки максимальной уязвимости. Например? Например, если затмение совпадает с Джанмараши, знаком, в котором находилась Луна в момент рождения, или с Джанма-Накшатрой, звездой рождения. В этом случае когнитивный и эмоциональный удар приходится на саму основу психоэмоциональной структуры индивида. Не менее серьезным является совпадение места затмения с Лагдараши, восходящим знаком. Это бьет по сектору, определяющему саму личность, физическое воплощение человека. Знаете, в системе Джиотиш существует понятие бхава. Это дома или конкретные сферы жизни человека. Мне кажется, здесь отлично подойдет аналогия с энергосистемой большого города. Представьте, что в мегаполисе внезапно выбивают пробки. Но свет гаснет не везде, а только в определенных районах. Прекрасная метафора. Если затмение активирует первую бхаву, свет гаснет в секторе индивидуальности и здоровья. Если бьет по пятой бхаве, обесточиваются творческие проекты, интеллектуальные проекты и сфера, связанная с детьми. А если активирована седьмая бхава, то локальное отключение энергии происходит в секторе партнерства и коммуникаций. Любые попытки выстроить диалог в этот период будут идти вслепую. и неизбежно приведут к столкновениям. 9-я же бхава отвечает за миссию и долгосрочную удачу. Также анализируется состояние управителя знака затмения Рашипати. Если в карте человека эта планета изначально слаба, уязвимость возрастает многократно. И именно для компенсации таких точечных перегрузок в обесточенных районах предписываются ритуалы шанти. Это практики балансировки, церемонии почтения высших сил. Для людей, чьи жизненные сферы оказались в эпицентре влияния, эти практики перестают быть опциональными. Они становятся строгой необходимостью. Чтобы вернуть систему в равновесие и не напустить системного сбоя. Да, если синтезировать весь этот массив данных, мы приходим к очень четкому выводу. К какому? В исследуемой нами парадигме затмение не должно вызывать иррациональную тревогу. Это математически точно рассчитанный период космической инвентаризации. Механика помрачения сознания диктует одно главное правило. Необходимо добровольно отказаться от попыток контролировать внешние обстоятельства. Мы останавливаем внешние двигатели и переводим всю доступную энергию на поддержание внутренних систем жизнеобеспечения. Этот отказ от внешней экспансии ради внутреннего наблюдения, пожалуй, самая мудрая стратегия выживания в зоне турбулентности. Знаете, подводя итог нашему глубокому, могу перестать думать об одном фундаментальном аспекте. О каком же? Если эти древние системы тысячелетия назад с такой беспрецедентной математической точностью картографировали изменения в нейробиологии, эмоциональном фоне и когнитивных функциях человека в зависимости от макрокосмических циклов, Это заставляет задуматься о границах нашего «я». именно, где на самом деле заканчивается автономность нашего мышления и начинается влияние среды. Возможно, наша современная наука о мозге со всеми ее достижениями в области квантовой биологии лишь сейчас начинает осторожно подбираться к пониманию этих сложнейших взаимосвязей. Взаимосвязи, которые древние исследователи давно превратили в строгую прикладную дисциплину. Абсолютно верно. Когда корабль проходит сквозь аномалию, а все внешние ориентиры исчезают во тьме, качество навигации зависит исключительно от исправности внутренних приборов. И вопрос в том, насколько точно откалиброваны наши собственные внутренние датчики. Это именно тот вопрос, с которым стоит остаться наедине в моменты, когда внешний свет временно меркнет.